Приветствую, друзья! Я записываю это видео на 87-й день войны. Тема, как вы понимаете, актуальная. И с началом боевых действий количество писем по поводу заикания у детей, которое вдруг внезапно возникло, просто огромное. Я, кстати, должен заметить, что медицинская наука всячески утверждает, причем это я видел в куче исследований, что заикание как реакция на какой-то яркий внешний раздражитель, на испуг, встречается достаточно редко. Чаще причины другие, а к тому, какие причины вы в видео посмотрите. Но, тем не менее, факт остается фактом. Я четко вижу, никаких сомнений нет в том, что с началом боевых действий, с началом ситуации, когда дети регулярно попадают в острые стрессовые ситуации, количество писем ко мне с просьбой помочь разобраться, что делать с заиканием у ребенка, увеличилось многократно. Таким образом, сегодня мы смотрим видео про заикание. Я напомню, объясню вам, что это видео было создано мною для закрытого моего ресурса, который называется «Журнал доктора Комаровского». Если вы не в курсе, что это такое, хотя думаю, что те, кто смотрит Комаровского постоянно, уже знают. Еще раз говорю, это закрытый платный ресурс, но сейчас я достаю из него видео, актуальные с учетом военного времени, и выкладываю это в свободный доступ, чтобы все могли видеть. Тем не менее, журнал доктора Комаровского остается актуальным. Например, огромное количество видео, которые интересны всем, и о котором, например, вы хотели от меня услышать, но как-то робели спросить. Тот же геморрой, или аденома, или простатит, и так далее. И про инсульт, и про все это есть в журнале доктора Комаровского. Заходите, смотрите. А поскольку мы выкладываем в свободный доступ видео с платного ресурса, то не забывайте сказать нам спасибо. Сказать спасибо вы можете, подписавшись на этот канал, подписавшись на журнал доктора Комаровского. А если вдруг вы подумаете про Patreon, то мы вообще будем вам чрезвычайно признательны, и вся команда скажет вам большое человеческое спасибо. Но сейчас смотрим видео про заикание и делаем правильные выводы. Приветствую, друзья! Актуальнейшая проблема, которую я хочу сегодня с вами обсудить, это заикание. Примерно все понимают, что такое заикание. То есть это определенный вариант расстройства речи, которое проявляется повторением звуков, слогов, слов, иногда удлинением каких-то звуков, иногда прерыванием речи. Заикание нередко сопровождается движениями губ, глаз, мимических мышц. Заикание, конечно, особенно заикание у взрослого человека, у подростка, оказывает просто огромное влияние на человеческую жизнь. Человек неадекватно себя чувствует в обществе, человек крайне ограничен в выборе профессий. И это очень-очень серьезно, но беда-то состоит в том, что сплошь и рядом именно развитие заикания возникает потому, что мама и папа неадекватно отреагировали на первые проявления, которые имели место у ребенка, и фактически своими руками, своими действиями, своей ничего не понимающей и не желающей учиться головой испортили ребенку жизнь. Я хочу, чтобы вы примерно понимали, что заикание имеет место у 1% населения, взрослого, да? При этом, теперь это дальше очень важные цифры, при этом заикаются от 5 до 10% детей. Смотрите, давайте так, средняя цифра, 7,5% детей заикаются, но остаются заикающимися взрослыми только 1% населения. То есть у большинства это проходит само по себе. Но беда-то состоит в том, что если оно не прошло, то сплошь и рядом не прошло потому, что вы этому во многом поспособствовали. Теперь давайте рассмотрим просто процесс формирования речи у человека. Именно конкретно речи в данный момент времени. На самом деле речь — это чуть ли не самое уникальное, что фактически отличает человека от животных. Но вдумайтесь, для того, чтобы мы спокойно разговаривали, нам необходимо, перечисляем, дыхание, артикуляция. То есть артикуляция — это определенные движения неба, губ, языка, да? Причем синхронные. Это все должно быть взаимосвязано в нужный момент времени. Дальше. Нам необходима фонация. Фонация — это
движение голосовых связок. При этом мы еще должны учитывать определенные мысли, да, и определенные, не просто дыхание, а ритм дыхания. И все это должно быть синхронизировано. Неудивительно, что на этапе формирования человеческой речи, то есть это происходит, как правило, в возрасте там, от 2 до 6 лет, ну, формироваться, понятно, речь начинает раньше развиваться, но уже отчетливо, фразы и так далее, в возрасте от 2 до 6 лет. Так вот, на этапе начала речи заикаются, как я уже сказал, от 5 до 10% детей. При этом мальчики заикаются в 3 раза чаще, чем девочки, а с возрастом эта разница еще больше увеличивается. То есть реально на одну заикающуюся женщину приходится 5 заикающихся мужчин. Вот такая ситуация. Но еще раз обращаю внимание, в определенном возрасте, в течение там нескольких недель или нескольких лет, ну, чаще нескольких месяцев, заикаются до 10% детей. Теперь, с чем это может быть связано? Прежде всего, конечно же, имеют роль факторы генетические. То есть есть генетически обусловленное заикание. Вот этот сам процесс координации мыслей, дыхания, фонации, артикуляции, он может быть чем-то скомпрометирован генетически. Более того, есть даже исследования специальные на этот счет, когда на огромном материале, когда проанализировано множество заикающихся людей, и даже выделены 4 гена присутствующих, и эти гены явно связаны с возможностью заикания. Так вот, кроме генетического заикания, заикание может быть обусловлено некими нейрогенными факторами, ну, например, там, травмой или инсультом. И очень редко возможно психогенное заикание, хотя многие считают, что это чуть ли не главный механизм. То есть психогенное после стресса, травмы, там, испуга и так далее. Но еще раз говорю, на самом деле это крайне редкая ситуация, когда заикание возникает после какого-то острого психического воздействия. Лечением заикания занимаются специалисты, которые, ну, в наших краях принято называть логопедами, хотя так как-то в мире больше говорят о специалисте, который называется речевой патолог. Потому что задача речевого патолога, он больше врач, чем человек, который просто анализирует речь и использует определенный набор упражнений. Речевой патолог пытается докопаться до причины, что в основе лежит именно заикание. Нет ли тут какой-то серьезной болезни, какое-то состояние, связанное с особенностями нервной системы, с особенностями артикуляции, особенностями фонации и так далее, и так далее. Значит, теперь сразу хочу обратить внимание на то, что далеко не всегда проблема, начинающаяся или выявленная у ребенка заикание, повод решать свои проблемы самостоятельно. Хотя часто вы можете помочь своему ребенку, конечно же, намного больше, чем все врачи. Но, тем не менее, есть ситуации, когда к врачу обязательно. Итак, необходим врач и обследование, если заикание дольше 3-6 месяцев. В разных странах по-разному, но в принципе считается, если более полугода ребенок заикается и нет никакой тенденции к улучшению, без нормального доктора обследования вам никак. Дальше. Если генетика скомпрометирована, то есть мама заикается, папа заикался, или у старшего ребенка в семье уже есть заикание, и только начинается заикание у этого ребенка, наверное, уже даже ждать не стоит, уже пора к доктору. Если заикание причиняет ребенку реальные страдания, приводит к депрессии, к изменению поведения, к нарушению коммуникации с окружающим миром, если ребенку от заикания реально плохо, то, конечно же, это повод идти к доктору. И в любом случае, если ребенок заикается, то очень часто вы не можете определить частоту или выраженность заикания, а вот логопедную или специалист, да, речевой патолог, может. И если он осматривает ребенка с интервалом там, в 3-6 месяцев, он может оценить динамику. То есть, собственно говоря, динамика состояния улучшается, уменьшается. Это один из главных аргументов в пользу начинать интенсивные воздействия или можно еще подождать, не суетиться. Тем не менее, на что я прошу вас прямо сейчас обратить внимание. Вы пошли к логопеду. Я не знаю, где логопеды лечат или помогают бесплатно. Вы за это платите деньги. Тут примерная аналогия, я похожая вам рассказывал, когда мы обсуждали там тему массажа. Задача нормального массажиста, который хочет делать там массаж ребенку, показать маме, как делать массаж.
В большинстве случаев задача логопеда или речевого патолога не говорить «ходите ко мне каждые 2 дня, и в ближайший год мы будем заниматься», а обучать родителей. Если в том центре, куда вы пришли, лечить вашу проблему, сфокусированы на занятиях с детьми и, в принципе, не занимаются их окружением, семьей, мамой, папой, бабами, то есть теми, кто с ребенком общается, давайте искать другой центр. Потому что на самом деле лечение заикания терпеливое, длительное, требует определенных навыков. И было бы здорово, если бы вас научили как надо, и вы бы там раз в 2 месяца приходили к специалисту, который бы корректировал ваши усилия, дополнительно обучал и так далее. Я, кстати, опять-таки хочу обратить ваше внимание на то, что интернет вам, мои дорогие, в помощь. Потому что если вы считаете, что лучше откупиться, чтобы кто-то занимался, это неправильно. То есть неправильно даже каждую неделю или каждые 3 дня ходить, чтобы с ребенком занимались час. Вы с ребенком большую часть времени, поэтому вы должны заниматься. Главное. Теперь что должны делать вы? Это вот очень-очень важно. Первое. Обстановка. То есть если ребенок заикается, его заикание приводит к тому, что у всех вокруг выпячиваются глаза, мамы истерят, на него орут, делают ему кучу замечаний, заставляют переговорить то, что он не так сказал, но это грубейшая ошибка. У вас не должно быть эмоциональной реакции на заикание. У вас. То есть теперь дальше. Ни в коем случае нельзя помогать ребенку говорить. То есть подсказывать, произносить слова за него, перебивать, завершать предложение, которое он не может завершить. Нет, главное ждать терпеливо, с улыбкой, молча слушать. И главное, еще раз, все время делать акцент на содержании, на том, что ребенок говорит, а не на том, как он это говорит. Не подсказывайте, не помогайте. Это очень-очень важно. Слушайте заинтересованно, спокойно. Никогда, вот это, кстати, уникальная ситуация, именно важная при именно заикании, не надо ругать за слова, которые заполняют паузы. То есть, когда ребенок говорит «ну», это для обычного ребенка это повод побороться с этим, сделать замечание. Ребенку с заиканием не надо мешать, если он заполняет слова, заполняет паузы вот этими словами, это терпимо для ребенка с заиканием. Дальше. Пробуйте вместе петь. Вместе читать стихи. Учите читать стихи. Дальше. Один из вариантов помощи — говорить шепотом. Дальше. Теперь, что очень важно, и на это я хочу обратить внимание всех членов семьи. Поэтому, если сейчас меня слушает мама заикающегося ребенка, то я хочу, чтобы вы сейчас позвали вот сюда или потом посмотрели этот фрагмент вместе с папой, бабом, дедом, старшим братом, кто там есть еще в доме. Дети копируют поведение взрослых. Что очень важно, дети копируют ваши интонации, ваш темп речи. Если вы тарахтите и говорите быстро, ребенок копирует ваш темп речи, но его генетика или его особенности, его устройство его мозгов, интенсивность образования его мыслей не позволяют ему успевать за вашим темпом речи. И он начинает заикаться. То есть вы должны сделать все, чтобы ребенок копировал спокойную, медленную речь. Где взять эту спокойную, медленную речь? Вот вам и выбор. Вы должны быть образцом, который он будет копировать. Говорим спокойно, медленно, внятно произносим слова. Избегаем звуковых раздражителей речи, когда человек говорит быстро. То есть вот такому ребенку точно рэп слушать не надо. Не надо, он будет это повторять. Наоборот, любые декламацию, спокойное чтение сказок, отбор мультиков, где персонажи спокойно разговаривают. Вот как, условно говоря, там какой-то жил-был пес, понимаете? Вот, а не свинка Пеппа, которая рот не закрывает, понимаете? Вот невозможно это слушать все. И так далее. Поэтому выбираем персонажей. Вот вы должны за всем этим следить. Главное — создать ощущение у ребенка, и так и должно быть, что заикание не делает тебя другим.
что с тобой живут нормально, тебя понимают, ты нормальный человек, понимаешь? Вот это очень-очень важно. То есть, потому что сплошь и рядом ребенок только-только начинает заикаться, вы на него все набрасываетесь, начинаете его, условно, гнобить фактически, ребенок пытается исправиться, у него ничего не получается, теперь, произнося каждое слово, он нервничает, задумывается, и вы только усиливаете процесс заикания. И вот еще раз фиксируем, что там, где родители начинают делать замечания, вероятность того, что вы сохраните заикание на долгие годы, а то и да всю жизнь, оно огромное. И анализ статистических материалов, анализ того, как люди реагируют на заикание у детей, убедительно показывают. А теперь вдумайтесь, что в более чем 80% случаев ситуация, когда заикается взрослый человек, прямо спровоцирована неадекватным поведением его ближайших родственников. Представляете? То есть на сегодня на Земле 1% населения земного шара заикается, а могло быть 0,2%, если бы вы, люди, там знали вот эти элементарные вещи, как правильно на это реагировать. Теперь дальше. Что мы можем сделать еще? Как нам может помочь специалист? Специалист может обучать нюансам, например, таким как темп речи, как правильно дышать, как использовать или, наоборот, не использовать односложные ответы, более сложные ответы. Вы должны знать, что никаких лекарств нет. То есть, если вам начинают назначать в связи с заиканием какие-то витамины, какие-то биодобавки, какие-то ноотропные средства, это шарлатаны, держитесь от них подальше. Да, есть определенное количество там работ, о том, что там достаточно небольшое количество лекарственных средств могут способствовать уменьшению проявления заикания. Речь, например, идет о антипсихотическом средстве рисперидон, но официально нигде, ни в одном препарате не написано, что он рекомендуется при заикании. Это просто исследование, понимаете? Далее, что еще могут... опять-таки, мы должны понимать, что заикание очень часто является одним из проявлений, например, синдрома гиперактивности. У детей с аутизмом может быть заикание. То есть есть некое состояние депрессии, состояние синдрома панических расстройств. И во всех этих ситуациях какие-то препараты, антидепрессанты, они, естественно, то есть лечение основного заболевания, которое усиливает проявление заикания, может облегчить ситуацию. Сейчас, опять-таки, огромное количество делается всяких электронных устройств, но я серьезных именно работ медицинских не видел, где бы сравнивалась эффективность этих устройств и так далее. О чем идет речь? Все знают, что когда ребенок поет, особенно поет в хоре, или говорит в унисон с кем-то, то заикание или не выражено, или выражено крайне незначительно. И вот есть эта идея реализована в определенном количестве электронных устройств, когда устройство, похожее на слуховой аппарат, вставляется в ухо, и оно повторяет вашу собственную речь, которая звучит И такое впечатление, что ты говоришь синхронно с кем-то. В некоторых ситуациях, например, то, что вы прослушивает человек, и выраженное заикание зависит от того, например, усилить звук, оно меньше или больше. То есть эти аппараты могут работать в режиме звукоусиления, звукопоглощения, звукоповторения. Короче, разные есть варианты. Я к чему, собственно говоря? Я не готов говорить, что вам это обязательно поможет, а они, как правило, стоят деньги. Но, наверное, все-таки, если вы годами не можете избавиться от этой проблемы, то почему бы и не попробовать? Я считаю, что это вполне резонно. Самое главное, чего я хочу сегодня, это призвать вас не совершать самые главные ошибки, которые только возможно, когда вдруг вы увидите своего ребенка заикающимся. Когда вы вытаращите глаза, начнете орать, исправлять, лечить его ноотропами и вообще всей семьей будете в паническом состоянии. Вероятность того, что вы забудете об этой проблеме, просто превышает 90%, если вы будете реагировать на это спокойно. Это временно. Надо созреть и скоординироваться центру речи, фонации, артикуляции, дыханию. Набирайтесь терпения, не истерите, сделайте правильные выводы, и об этих выводах расскажите всем вокруг, кто только у кого дети только учатся говорить, чтобы они просто знали, что если вдруг дитё начнет заикаться, то главное не натворить глупостей. Опять-таки, друзья мои, конечно же, есть люди, есть прекрасные логопеды, есть речевые патологи, которые наверняка есть в ваших городах, есть классные специалисты, есть какие-то свои рецепты у каждого, кто через это прошел.
Я буду промо благодарен, если вы будете обмениваться друг с другом опытом вот здесь в комментариях. Возможно, есть у кого-то опыт использования электронных устройств. Пишите обо всем этом. Мы все будем вам очень благодарны. Всем пока.